Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске Diesel-DAC 382. Diesel-DAC 382 – это проект известного американского яхтенного дизайнера Джорджа Биллера. Лодка не выпускается серийно, строится только под заказ на верфи Seahorse Marine. Это американское предприятие по строительству яхт в Китае, которое специализируется на производстве стальных яхт. Можно приобрести проект и построить лодку самостоятельно. Джордж Биллер всегда акцентировал, что его проекты предназначены в первую очередь для индивидуальных строителей яхт и мелких производств. Главный принцип, заложенный во все проекты Джорджа Биллера, это простота изготовления лодки. Тем не менее, серию лодок Diesel-DAC ни в коем случае нельзя считать примитивными. Наоборот, Джордж Биллер, взяв за основу проекта корпуса траулер Northwestern Salmon, усовершенствовал их, а также полностью изменил внутреннее устройство лодки, адаптировав проект для длительных круизов. В результате получилась комфортная, безопасная и экономичная моторная яхта для длительных путешествий. В интернете есть история про то, как человек после 5 лет владения и интенсивного круизинга на North Haven 55 решил заменить его на Diesel-DAC 462. Причем North Haven был его 9-й лодкой. Ссылку на страницу с постом North Haven против дизельной лодки я оставлю под видео. У яхты есть мачта и паруса, но и сам Джордж Биллер обращал внимание на то, что паруса у данной модели играют вспомогательную роль. Но тем не менее они есть, и мы можем сделать расчет для этой лодки. Но вначале хочется сказать несколько слов о самом Джордже Биллере. Джордж Бенджамин Биллер родился в 1948 году и ушел из этого мира в 2018. Джордж родился 17 июня в Росбурге, штат Орегон, в семье Роя и Рут Биллер. Его детство прошло в Юджине, штат Орегон. Всю свою жизнь Джордж занимался деревянными и стальными лодками. Он начал заниматься дизайном с 1978 года. Примерно в 1988 году Джордж начал использовать компьютер, уже в то время почувствовав огромный потенциал вычислительной техники. Все его проекты выполнены с применением AutoCAD и имеют точность до 1 мм. Основной философский принцип Джорджа – люди должны получать удовольствие от своей лодки. Не могу не привести цитату Джорджа Биллера. «Я наконец понял, что весь смысл лодок – это удовольствие. Это означает, что все, что вы хотите, это нормально. Проблема возникает, когда люди начинают думать, что есть лодки одного типа, которые могут все. Видите ли, нет. Например, взгляните на типичную парусную лодку современного производства. Они очень удобны внутри, на них легко и быстро плавать, и многие люди даже берут их в круиз по океану. И хотя это прекрасные туристические лодки, если вы отправитесь в море, вы, вероятно, будете несчастны. Движение слишком энергичное, оснастка не очень эффективна для слабых ветров. Вся лодка и оснастка обычно немного хрупкие, а сбои систем – обычное дело. На самом деле они не предназначались для длинных круизов вдвоем. Это не значит, что с ними что-то не так. Просто используйте их по назначению. Короткие круизы. Ни в коем случае не хочу засветиться в лучах славы Джорджа Биллера, но прекрасно понимаю, что своим трудом я как раз и пытаюсь показать, что все лодки разные и разумно использовать их по предназначению. И разумеется, мне приятно найти подтверждение моих мыслей в словах такого человека, как Джордж Биллер. Джордж Биллер также известен как автор известных и популярных книг, таких как «Траулерная яхта», «Судостроение на заднем дворе Биллера», «Как пересечь океаны, не промокнув и не разбившись» и ряда других книг. Проекты линейки Diesel-DAC – это только часть проектов, которые оставил после себя Джордж Биллер. Еще были Драгони 64, Джуно, Эмили, Руари, Оте, Архимед и даже 33-футовая Джонка. Все проекты можно найти на сайте George Biller Yacht Design. Ссылку я оставлю под видео. Итак, Diesel-DAC 382. Дизайн Джордж Бенджамин Биллер. Diesel-DAC 382 – это моторная яхта с парусным вооружением. Корпус стальной,
Хардтоп из стеклопластика. Один дизельный двигатель. Рубка имеет большие окна и круговой обзор. Все окна рулевой рубки в стандартной комплектации имеют резьбовые отверстия и прокладки для штормовых ставней. Есть 4 люка из сверхпрочного алюминия, по одному над носовой и кормовой каютами и 2 над салоном. Внутри корпус разделен на водонепроницаемые отсеки. Рулевой пост в рубке с правого борта. Часть пространства под рубкой занимает большое машинное отделение. Доступ в кабину с борта или с кормы. Уровень палубы кокпита находится высоко над водой. Кокпит отделан натуральным тиком и полностью накрыт бимини с жесткой рамой из нержавеющей стали. Цены на лодку по запросу. Цены на проект в районе 2000 американских долларов. Еще одно замечание. Sea Horse Marine внесла некоторые изменения в проект лодки, но этот улучшенный проект не продается. Sea Horse Marine продает только готовые лодки. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 41 фут. Длина корпуса по КВЛ 40,25 фута. Ширина корпуса максимальная 13,75 фута. Осадка 4,83 фута. Водоизмещение 56 тысяч фунтов. Площадь парусности вычисленная 658 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Diesel DAC 382 значение фактора энерговооруженности равно 7,23. Значение значительно меньше эталонного. Это еще раз подтверждает, что паруса на данной лодке имеют вспомогательное значение. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 383,39 существенно больше эталона и говорит о том, что лодка относительно тяжелая. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Diesel DAC 382 значение равно 65,18. Это очень большое значение. Даже больше, чем у Nordhaven 56 MS, у которого значение фактора комфортности равно 64,83. Добавим плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,39. Это замечательное значение. У Nordhaven 56 MS оно тоже замечательное, но чуть-чуть хуже. По сравнению со значениями у масс-маркет яхт, это просто фантастические значения. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 0,28 существенно меньше значений, характерных для круизных лодок. В данном случае предпочтение отдано остойчивости формы. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Чем меньше значение, тем корпус более относительно широкий. Для Diesel DAC 382 значение равно 2,98. Корпус относительно широкий. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии.
обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 8,5 узла. Это больше, чем у идеального круизера, плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Diesel DAC 382 значение равно 0,792 тысячных. Это очень маленькое значение. Разумеется, речь идет об использовании только парусов, без двигателя. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 5 377 885,68 фунта на фут в квадрате. Это очень большое значение и намного больше эталонного. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. В нашем случае период равен 6,68 секунды. Значение значительно больше эталонного. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значениями до единицы. Валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,59 означает, что лодка валкая. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Diesel DAC 382 значение ускорения бортовой качки равно 0,03 G. Это прекрасное значение и точно такое же, как у Nordhaven 56 MS. Это плюс к условному комфорту. Подведем итог по Diesel DAC 382. В рейтинге «Идеальный круизер» Diesel DAC 382 набирает 7,46 балла. Шкала Comfort Drive однозначно говорит о том, что Diesel DAC 382 – это комфортная лодка с неторопливым характером. Фактор энерговооруженности и фактор скорости очень низкие, и в этом нет ничего удивительного, так как паруса в данном случае имеют вспомогательную роль. Лодка относительно тяжелая. Фактор комфортности очень большой, и можно рассчитывать на мягкое и более комфортное движение лодки в море. Риск опрокидывания очень-очень маленький, что, конечно же, очень хорошо. Стройность корпуса. Корпус довольно широкий и значительно шире эталона. Значение ускорения бортовой качки находится в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. По всем техническим параметрам Diesel DAC 382 это хорошая круизная лодка. Остается только добавить, что лодка сконструирована таким образом, что может преодолевать под мотором очень большие расстояния. И в этом ее главное отличие от других моторных яхт. Итак, Diesel DAC 382 занимает 24 место в рейтинге «Идеальный круизер», потеснив Nordhaven 56 MS. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Стоит сравнивать не значение рейтинга, а значение показателей. Итак, на первых двух страницах рейтинга изменений не произошло. На первой странице рейтинга Halberg Crassis 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Baba 40, Island Packet 40, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Catch.
Nauticat 40 и Trintella 57A. На второй странице Nauticat 331, Amel Super Maramu 2000, шхуна Cherubini 48, Haber 34 C4, Halber Красси 40C, Garcia Exploration 45, Barrel 47.2, Moody Dexalon 41, Bavaria 42 и Benito Ashani 40 CEC. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром, бургундская ваниль». Благодарю зрителя канала Анатолия Федорова за предложение рассказать о Diesel DAC 382. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите! Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.